Здравствуйте! Я продолжаю серию своих роликов о самолетах на банкнотах, и сегодня хотел бы поговорить об американских военных платежных сертификатах, так называемых Military Payment Certificates. Показать то, что традиционно, то, что есть у меня в альбоме, и поговорить чуть-чуть об этой теме. Вы видите два номинала 681 серии, $1 и $20, достаточно известные позиции. И дополнительно к этому хотел бы показать сувенирную карточку, собственно, с теми же самыми изображениями. Это сувенирная карточка из набора, посвященного всем видам вооруженных сил американских, в частности, военно-воздушным силам. Одна из 5 в наборе. Вот так выглядит оригинальная упаковка. Такой конверт с прозрачным окошком. Вот здесь вот так она называется. Собственно, в конверте сама карточка и описание к ней. На секунду задержу, если кому-то интересно. Вот описание официальное с указанием номеров и гравюр и граверов, которые гравировали изображения, рисовали изображения на карточке, в том числе того, что касается и печати центральной с эмблемой американских военно-воздушных сил и рамки по кругу. Вот это отложим в сторону. По самой карточке тоже чуть-чуть покажу, как она выглядит поближе. Здесь у нас идет в некоторых местах тиснение фольгой золотого цвета. В верхней части изображения это металлографская печать, как изображение пилота, так и изображение вот этой группы самолетов в полете. Суперсейбров. Ниже оборотная сторона $20 сертификата, так же как и на оригинальном самом сертификате, это офсетная печать, и здесь она тоже офсетная. Рамка по кругу — это металлографская печать. Вот. Оборот чистый, видно тиснение, да, вот такая штука. Достаточно симпатичная, хорошо оформленная. По нумерации сообщества, которое занимается коллекционированием сувенирных карточек, у них это карточка под номером 323, и формально она до сих пор находится в продаже, поэтому нет официальных данных о том, как итоговом количестве произведенном и проданном. Хотя по моим наблюдениям, после начала ковида, когда были приостановлены официальные продажи, вот на официальном сайте Бюро гравировки печати и монетного двора, соответственно, американского, с тех пор, по-моему, по настоящее время продажа их не возобновилась. Да, еще следует заметить, что до этой карточки была карточка с номером 312, там верхняя часть была аналогичная, а вот вместо оборота двадцатки 681 серии была лицевая сторона двадцатки 661 серии, но она не на авиационную тему, поэтому она нам менее интересна. А вот верхняя часть абсолютно идентична с этой карточкой. Вот. Что здесь можно сказать? Примерно вот так это лежит у меня в альбоме. Что здесь можно рассказать по изображениям? По тому, как осуществлена печать. Да, известно, что все платежные сертификаты военные, они у нас без водяных знаков, они на достаточно простой бумаге, все офсетом напечатано, кроме номера, да, номер, естественно, типографским способом, серийный указан. И вот что интересно, вот здесь и лицевая сторона, это тот же портрет, допустим, пилота, изображение на самом сертификате это офсет, а на
К сувенирной карточке это, как я сказал, металлографская печать. И видно, что по размеру они немного отличаются. То есть, возможно, изображение готовилось для более большого размера банкноты. Как показать? Вот. Видно, что серьезно отличается по размеру. То же самое касается и вот этой полета 4 истребителей F-100C Super Sabre. То же самое видно, что изображение упрощено, то есть здесь у нас в оригинале на карточке металлографская печать, на самом знаке это офсет, то же самое. Вот. Что касается двадцатки, то, как я уже сказал, она ну, и на карточке, и на самой банкноте это офсетная печать, полностью идентичная, видите, похожа на, ну, так, достаточно симпатично рядом положить. Вот, это то, что касается изображений и их реализации. По двадцатке, что можно сказать, самый крупный номинал, видно, видите, да, далеко не Анс, ближе, наверное, даже к Verifine. Ну, во-первых, в Ансе там заоблачная даже каталожная цена, во-вторых, я, честно говоря, их в Ансе в течение многих лет практически не встречал, но в более хорошем состоянии. В свое время нашел и удалось купить вот в таком состоянии. Ну, для такого знака, считаю, достаточным состояние, чтобы положить. Двадцатка, да, еще замечу, это максимальный номинал для военных сертификатов американских. То есть это самый крупный номинал. Там начиналось с бумажных центов. И вот в некоторых сериях, это только вторая серия, где была двадцатка. До этого вообще платежные сертификаты американцы выпускали с 1946 года по начало 70-х. Много серий было. И вот это только вторая серия, 681, где наибольшим номиналом стали $20. А по сериям первые две цифры серии это, собственно, год, соответственно, это серия 68 года, если расшифровывать, 68 года первый выпуск. А иногда в некоторые годы были 2 выпуска. Ну, все в каталогах есть, я так коротко своими словами. Еще из интересного по сертификатам, что можно сказать, что отличительной особенностью замещенок является отсутствие вот этой второй литеры. То есть, если бы здесь вот литеры C не было, это была бы замещенка. То же самое и на долларе. И, соответственно, замещенки у коллекционеров сертификатов там на порядок дороже, чем ходовые обычные знаки стоят. Вот. По B52 на обороте, честно, никакой дополнительной информации, вот кроме того, что когда гравировалось изображение, хотя это, собственно, не гравировка, да, ну, будем считать, как здесь написано, в 66 году, каким художником, я больше информации именно по этому изображению не нашел. По Super Sabre вот этим вот в полете 4, что можно сказать, это одна из старейших пилотажных групп и в США, и в мире. Называются они Thunderbirds, это значит буревестники, были созданы. Эта группа, вообще они считаются третьей по возрасту, с момента создания. Первыми и самыми старыми являются Патруль де Франс. Они были сформированы, ну, очень известнейшая французская пилотажная группа. Они были созданы в 1931 году, организованы. А вторыми были Blue Angels, это американские, ну, относящиеся к флоту, к ВМС. Они были созданы в 1946 году, собственно, Thunderbirds были созданы в 1953. И вот в какой-то период времени они использовали в
50-х, 60-х годах они использовали вот эти вот F-100 в качестве, собственно, самолетов, на которых летали, показывали фигуры высшего пилотажа. А на текущий момент, если я не ошибаюсь, они летают на F-16 чуть ли не с начала 80-х годов. Вот. И любопытно то, что вот вообще вся эта серия 681, на ней достаточно много. Это первая и, наверное, единственная серия сертификатов, которая именно изображение несет на себе, связанные с военной тематикой. Там и танки, и подводные лодки, ну, собственно, самолеты. Вот. И вот любопытно то, что в качестве изображения на обороте $1 было выбрано изображение пилотажной группы, которая, ну, собственно, абсолютно мирная сама по себе. Истребители со снятым вооружением, исключительно для демонстрации фигуры высшего пилотажа. А именно такого изображения я не нашел. Возможно, это творческие какие-то поиски художника. Но вот несколько фотографий именно в таких цветах, именно этой пилотажной группы, именно на этих самолетах F-100C Super Sabre. Покажу. Вот. И в завершении дополню, что в этой серии 681 есть еще один номинал $10. У меня его нет, и, честно говоря, в свое время не планировал его класть в альбом. Там у нас такое теневое изображение вертолета есть. Ну, вообще для полноты описания всей авиационной тематики на Military Payment Certificates надо, конечно, сказать, что есть $10 по пику номер М81 с изображением вертолета. Там сложно идентифицировать, я полагаю, что это H-21, который Workhorse. Ну, в простонародье летающий банан. Достаточно сложно, там тень только такая симметричная изображена. Несколько лопастей. Вот. Такая тема. Достаточно узкая, не так много чего класть в альбом. Спасибо за то, что посмотрели. Увидимся. Just as we keep our firefighting equipment shined and polished, so we need to keep military machines up to date. But in both cases, we never want to use them. I am happiest when the alarm bell remains silent. It is a sad part of life that one's ambitions do not always materialize. Today I am a soldier, but when I was very young, I had a great desire to be in the bull ring. As I watch the airplanes perform and the precision of the maneuvers, I think it is like the cape work of a famous matador. And for a few moments, I am in the great arena in Madrid, listening to the excitement of the crowd after each pass. The crossover has been made, and the Thunderbirds head home. The movement from one continent to another continent has been accomplished, but the crossover of ideas, of values, of customs can continue. Distance today is no barrier as long as we have freedom of the air. These planes are leaving the air over South America, the air over peoples that allowed the movement in their airspace of jet-powered supersonic aircraft, allowed the Thunderbirds to demonstrate in a gesture of friendship. As long as we continue to make such crossovers and not retreat in isolationism, progress in understanding will not die.